Добрый день, друзья! Вот они, вкуснейшие, сочные и красивые домашние пельмени. Это всегда желанное блюдо на столе. А сегодня я научу вас лепить пельмени-розочки. Процесс лепки совсем не сложный, а выглядят они потрясающе. Итак, здесь у меня 500 грамм просеянной муки. Добавляем к ней чайную ложку соли, перемешиваем, делаем в центре углубления. Вбиваем одно яйцо и выливаем 250 мл теплой воды. Температура должна быть не больше 50 градусов. Замешиваем тесто руками. Когда вмешали всю муку, продолжаем работать на столе. Стол присыпаем мукой и вымешиваем тесто примерно 5-7 минут, пока оно не остынет и не будет прилипать ни к рукам, ни к столу. Тесто ни в коем случае не должно быть забито мукой, оно должно остаться очень-очень мягким. Округляем его, подсыпаем немного муки. Кладем тесто, накрываем его той же миской, в которой замешивали, и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. Прошло 20 минут, тесто осталось таким же мягким, каким оно и было. Также оно очень эластичное и податливое. Разделяем тесто на две части. Одну пока убираем в пакет, чтобы тесто не заветривалось, а вторую часть раскатываем в тонкий пласт. Уже при раскатке вы поймете, насколько тесто удачное. С ним можно приготовить и обычные пельмени. При варке они остаются целыми и не развариваются. Также на моем канале есть разные рецепты вареников с творогом, с картошкой, с вишней, с клубникой. Также на Старый Новый год мы делали вареники с сюрпризом. Я показывала, как их заворачивать правильно и класть в начинку. Если вы пропустили эти рецепты, все ссылки я оставлю в описании под видео. Смотрите и готовьте вместе со мной. Ну а я тесто уже почти раскатала. Смотрите, оно должно быть максимально тонкое, буквально 2-3 мм. Далее из теста вырезаем кружочки. Я использую металлическое кольцо диаметром 6,5 см. Можно взять и обычный стакан подходящего размера. Обрезки теста собираем в единый комок, раскатываем и вырезаем очередную партию кружочков. Теперь давайте приготовим фарш. У меня сегодня куриный, можно взять также свиной и говяжий. В фарш добавляем лук, пропущенный также через мясорубку, как и мясо. Берем одну большую луковицу. Также добавляем по вкусу соль и черный молотый перец. По желанию дополнительно можно добавить еще любимые ваши специи. Я кладу пол чайной ложки карри. Хорошо перемешиваем фарш до однородности. Приступаем к самому интересному, к формовке пельменей. 4 кружочка теста кладем нахлест друг на друга. Склеиваем тесто между собой. Выкладываем мясной фарш. Кладем его тонкой линией на одну сторону теста. Накрываем фарш тестом и, начиная с одного края, скручиваем заготовку. Смотрите, какая получается очень красивая розочка. Расправляем ей лепестки, и пельмешек готов. Цветок скручен таким образом, что снизу начинка полностью закрыта, и вытекать она не будет. То же самое проделываем и с остальным тестом и фаршем. В итоге должно получиться 25 штук пельменей.
Противень смазываем растительным маслом. Я использую масло в спрее от фирмы Gituva. Это масло 100% натуральное, имеет удобный носик для распыления и его надолго хватает. Ставим розочки на противень по 5 штук в каждом ряду. Посмотрите, какие они красивые. Их можно запросто приготовить и на праздничный ужин. А с каким удовольствием их едят дети. Отправляем пельмени в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. А пока приготовим соус. В мерную чашку наливаем 600 мл воды. Добавляем соль по вкусу, я всыпаю чайную ложку, также 2 столовые ложки томатной пасты и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем до однородности венчиком. Соус готов, тем временем прошло и 10 минут. Достаем пельмени из духовки. Заливаем розочки томатным соусом. Теперь накрываем противень фольгой и возвращаем в духовку на 25 минут. Температуру не меняем. Через 25 минут снимаем фольгу и допекаем пельмени еще 5 минут. Они получаются очень ароматными, вкусными и необычными. Подаем пельмени горячими со сметаной или чесночным соусом, который готовится очень легко. В густой греческий йогурт добавляем пару зубчиков чеснока, пропущенного через пресс, перемешиваем и едим такой соус с пельменями, варениками с картошкой, жареными кабачками или заправляем им салаты. Пельмени розочки я очень рекомендую вам попробовать. Теперь вы знаете, как приготовить вкусные, красивые домашние пельмени и точно удивить свою семью. А почитать рецепт и посмотреть пошаговые фото приготовления можно на моем канале Яндекс.Дзен, это просто. Ссылку я всегда оставляю на каждый рецепт внизу под видео. Делитесь рецептом с друзьями и не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».